Добрый день, дорогие водолеи! Приветствую вас на моем канале. Да, и это ваш гороскоп на март 2024 года. И это не просто гороскоп на очередной март 24. Ребят, это, я вам хочу сказать, важный период в вашей жизни. Это тот самый момент, который вы ждали для того, чтобы он стал прибыльным. Но все-таки необходимо потрудиться и постараться именно в этом месяце для того, чтобы ближайшие следом за ним прошли очень активно, продуктивно, финансово, радостно, я бы вам такое сказала, и, естественно, с прибылью. Да, дорогие водолеи, в марте месяце для вас будет очень интересный момент как раз-таки с вашей работой. При этом, если вы начинаете наконец-то внедрять то, для чего ягодка росла, да, то начинает получаться, приходят финансы, приходит как раз-таки тот самый запал. Месяц однозначно рассчитан на то, для того, чтобы вы наконец-таки обрели финансовую стабильность. Но при этом нужно думать хорошо, потому что захочется в середине месяца натворить каких-то странных дел. Марс будет в квадратуре с Ураном, с вашим главным управителем, и здесь понимаете, куда вы вкладываете деньги, зачем вы их вкладываете, чем вы занимаетесь и зачем вы вдруг решили попылить, испортить отношения, для чего вам хочется разрушить то, что у вас было. Ну, возможно, здесь есть две такие логики, да, что хочется все разрушить по классике водолейской для того, чтобы все начать сначала. Но окей, эта теория имеет место быть, это истина по-водолейски, не смотреть, куда это приведет. И да, первая половина месяца будет как раз-таки разбор полетов, чего хотелось, чего не получилось. И пока вы будете иметь, я бы так сказала, вот такой агрессивный настрой, будет по большей части все теряться, будет растрачиваться потенциал, будет растрачиваться энергия, будет сложно договориться. И точная, я бы так сказала, квадратура 10 марта, вообще вы скажете, да что вообще происходит такое, да? Кстати, это будет, начнется новый лунный цикл, это будет как раз-таки новолуние 10 марта. И здесь вы скажете, что вообще происходит, почему так вообще происходит. Ничего страшного, то есть этот лунный цикл, который начинается с 10 марта, пойдет для вас активный, продуктивный. Здесь главное, останавливайте себя для того, чтобы не натворить лишних дел, потому что все-таки мы знаем, когда Уран в квадратуре с Марсом, хочется просто обнулиться по полной. Ребят, запаситесь терпением. Да, Водолей тот знак, которому не хватает терпения. Учитесь у Козерогов, они вам помогут в этом, да, то есть если у вас есть друзья Козероги, или если же у вас есть друзья Тельцы, прислушайтесь к их мнению, это мнение поможет вам с точки зрения стабильности, для того, чтобы наладить эти отношения в том числе. Порой вы, Водолей, не видите тот самый момент, куда необходимо приложить усилия. Для этого остановитесь, заземлитесь, да, и будет, как говорится, хорошо. В конечном итоге, к 20 марту пройдет вот это вот все бурное, уже точно не останется никакого следа. Еще вот 15 числа, да, вот это настроение было активное, со всеми поругаться, а уже 17 марта это все сойдет на нет, и наступит тот самый активный момент действий, когда вы наконец-таки поймете, что делать необходимо, зачем это делать необходимо, и вы увидите тот самый просвет, да, я бы так сказала, свет в конце туннеля, когда вам хочется приложить все свои силы в работу, и этот момент ни в коем случае не упускайте, потому что, еще раз повторюсь, с этого марта начинается ваша активная, продуктивная деятельность, связанная с рекламой, с пиаром, с поездками, с путешествиями, с командировками. Возможно, вы захотите переехать, и у вас тоже это получится, ну, если вы решили переехать, потому что не все, естественно, водолеи решат в этот месяц переехать. Понимаем, да, что на планете 700-800 миллионов водолеев разных возрастов, не все переедут. Кстати, если все взяли бы и переехали.
Естественно, у всех гороскоп сыграет по-разному, но все-таки события, связанные с юпитерианской деятельностью, у водолеев получится очень хорошо. Это запоминаем: реклама, пиар, все, что связано с модой, все, что связано показать себя всем, распиарить свою деятельность для того, чтобы получить максимальный доход, даже чему-то обучиться, начать преподавать, например, в том числе, да, то есть идти в долгосрочную перспективу и не просто локально расширять горизонты своей работы именно за границу. И это нормально. А с чем это связано? В первую очередь того, что мы все-таки с вами идем в эру Водолея, и каждый год мы будем расширять свои горизонты, несмотря на то, что сейчас в каких-то странах закрыты границы и где-то происходит момент изменения власти. 24 год — это, конечно же, на арене два больших игрока, где будет смена власти, будут, по крайней мере, вот эти движения. И март — один из тех сложных месяцев, когда слишком много новостей, слишком много активности уделяются этому времени. Месяц хайпа, месяц новостей, которые можно было бы и поделить даже на 2, на 3, и половину просто убрать для того, чтобы не засорять информационный фон. Поэтому здесь прекрасно понимаете, что не вся та информация, которую вы получаете извне, она будет идти на пользу. Делите ее на 2, а то и на 3, и не застревайте в этих эмоциях, в этих переживаниях. Оставьте все на кон своей жизни. И да, с 15 марта прекрасное время для работы. Для чего я это говорю? Да, у нас с вами коридор затмений. Коридор затмений с 25 марта. После коридора затмений с 8 апреля у нас начнется, да, у нас начнется ретроградный Меркурий в том числе. И здесь, конечно, история такая. Ретроградный Меркурий, как обычно по классике, на 3 недели. Ничего нового здесь вам не расскажу. В конце апреля заканчивается действие ретроградного Меркурия. Но, как вы все понимаете, кому-то и в коридор затмений, в ретроградный Меркурий можно делать все и начинать те дела, которые давным-давно брались, не делали, не получалось. Поэтому стройте себе в долгосрочную перспективу на эту весну, что делать, да. Ну и, конечно же, май у нас тоже сложноватый достаточно месяц. Там Плутон переходит в ретроградное движение в начале мая, в первой неделе мая. И, естественно, май у нас уже, в принципе, выпадает. С самого начала Плутон начинает тормозиться, разворачиваться. И будем чувствовать на себе другое движение Плутона, да, то есть не будем так быстро ускоряться, не будут так быстро форсироваться новости, события и тому подобное. Станет чуточку полегче с одной стороны, но и в проектах, связанных с Водолеем, все водолейские долгосрочные планы, идеологические соображения, то, что связано с глобальным развитием, тоже пойдет на стоп, да, то есть будем возвращаться обратно, чтобы понять, что мы не доделали, лично для себя взять свои определенные вопросы над ошибками, да, и будем идти дальше. Поэтому здесь, ребят, прекрасно понимаете, что весна, в принципе, сложная, но вернусь к этому всему. С 15 марта для водолеев наступает момент, когда еще несколько дней будет длиться аспект с Марсом, вот этот агрессивный, мощный. Но если вы, в принципе, имеете самообладание, хватку и занимаетесь спортом, да, спорт, кстати, очень сильно поможет. И если в начале марта будет распирать, вот прям вот от злости, от агрессии, начните прям серьезно качаться. Да, хоть мальчики, хоть девочки, неважно для чего. Спорт очень сильно забирает негативную энергию и заставляет фокусироваться на цели. То есть вы весь свой негатив сбрасываете в упражнение, и уже ум так охлаждается, и начинаете работать над тем, что важно для вас. Да? То есть здесь важно перетопить вот эту энергию. При этом вы начинаете культивировать энергию, которая вам необходима для работы. А вам, дорогие водолеи, ну прям вот реально нужно попахать. Да? Первую половину марта необходимо попахать либо над своим телом, либо над своей мотивацией, потому что мотивация будет, ну, как минимум, все разрушить. Не нужно этого делать, потому что с середины марта начинается очень продуктивное для вас время. Ваш главный управитель Уран входит в соединение с Юпитером и продлится целый апрель и май вместе. А для вас это прекрасное время для того, чтобы заработать больше, для того, чтобы приобрести, купить все то, что вы давно хотели, подняться на одну ступеньку социального развития вверх, для того, чтобы наладить отношения, то есть с
теми людьми, кто выше с вами по служебной лестнице, по карьерной лестнице, да, то есть договориться с начальством в том числе, договориться с руководителем в том числе. То есть это прекрасный момент возможности. И если вы начнете вот так вот пылить и агрессировать в начале марта, то, конечно же, потом вы очень много времени потратите на то, чтобы договориться снова. И это, я считаю, неразумно, да, потому что можно всю свою агрессию как бы пустить в нужное русло, и там же ее оставили, для того, чтобы всем было хорошо. Итак, что касаемо по работе. Работаем активно, продуктивно, начинаем что-то новое. С 15 марта прекрасное для этого время, с учетом того, что уже новый лунный цикл запустится, и до 25 марта, до коридора затмения еще есть время для того, чтобы что-то начать. Что касается этого коридора затмений, да, с 25 марта по 8 апреля у нас коридор затмений. И да, так как он начинается с лунного затмения и заканчивается с солнечным затмением, то именно в этот коридор затмений ничего нового начинать нельзя. Вот когда я говорила в октябре 23 года, начинать можно и было бы классно активно, потому что тот коридор затмения начинался с солнечного затмения, он начинался с новолуния. Поэтому, начав там, сейчас бы вы уже бы почивали на лаврах. А не начав там и начав действовать в марте, в принципе, будет тоже нормально, потому что все-таки помним, и апрель, и май будут активные, продуктивные, финансово прибыльные, будут достаточно, я бы так сказала, насколько можно стабильным, насколько можно говорить в принципе о стабильности в 2024 году, то относительно стабильно получится получать и извлекать прибыль. Конечно же, это момент такой, вообще в принципе, когда весна хайповая, и будут залетать неожиданно проекты, которые, казалось бы, раньше не имели никаких результатов, никаких сподвижек к тому, чтобы они случались, да, поэтому здесь, дорогие мои водолеи, понимайте, не забрасывайте свои даже самые завиральные идеи, вытаскивайте их из сундучка и до коридора затмения, до 25 марта внедряйте и делайте, несмотря на то, какие события будут происходить, потому что фон будет абсолютно разный, он 100% новостной, это выборы в одном из главных государств нашей планеты, и эта история будет влиять на всех, поэтому если вы в этой сфере не работаете в других, каждый в своей сфере, работайте. Это время прекрасное для того, чтобы что-то делать, пока люди заняты, отвлечены на что-то. Работайте, продвигайтесь, и будет хорошо. А уже в коридор затмений работайте продуктивно, но дипломатично. Главное действовать, не отставать, не залениться, потому что в коридор затмений будет основная такая история, что захочется залениться. Залениться, все бросить, будут появляться какие-то старые недоделанные дела, которые будут тормозить, и будет казаться, ну вот это вроде как не судьба, как любят это люди говорить, да, на самом деле это все судьба, просто делайте, потому что, да, когда мы чего-то хотим, куда-то идем, мы даже идем в своем направлении, трудности созданы для того, чтобы мы наконец-то поняли, что это именно то, чего мы хотим. Знаете, для чего? Ну, для того, чтобы мы это ценили. Да, дорогие водолеи, у вас есть такая опция в организме, в знаке зодиака, можно это так сказать, вы не цените, что вы имеете. Даже когда потеряете, вы не цените, что вы это имели, что у вас это было. Поэтому, да, когда в вашей жизни случаются трудности, примите их как дар и проходите, понимая, что для меня это реально важно. Да, ну, трудиться значит хорошо, буду пахать. И это нормальный посыл на этот март и на апрель. И на май, и да, и финансы, и прибыли, и выгоды, и классные проекты, они будут получаться с трудностями. И это и есть хорошо. И я желаю, чтобы вы перед трудностями не пасовали. И да, дорогие мои, если же вы хотите заняться любовной сферой, или вы чувствуете, что у вас в любви сложный период переживаний, расстройства, да, первая половина марта, конечно же, будет сложной в любви, в отношениях, потому что очень много амбиций накопилось. В работе вы их почему-то не реализовываете, боитесь, стесняетесь, ждете какого-то озарения, маны небесной, подходящего случая. У водолеев есть такая история. А может быть, не это время? Да, бывает не это время, и поэтому первая половина марта в отношениях у вас уйдет на выяснение вот таких отношений. Не ссорьтесь, не ругайтесь. Этот момент пройдет, и постарайтесь
четко ответить себе на вопрос, зачем вы с этим человеком, есть ли у вас долгосрочные планы вместе, что вы хотите сделать, куда вы хотите прийти, а то, может быть, вы вообще абсолютно разные люди, абсолютно разного хотите, признайтесь себе в этом и расстаньтесь, не дурите друг другу голову, и будет у вас хорошо. А если же у вас просто возникли недомолвки в семейной жизни от того, что вам просто стало скучно, тогда займитесь своей реализацией. Да, обычно просто бывает скучно в личной жизни, когда человек не развит, не идет к своему развитию и вообще наплевал на то, для чего он родился. Поэтому, мои дорогие водолеи, март месяц — это прекрасный месяц для того, чтобы начать делать, действовать, для того, чтобы как раз-таки стартовать. И если вы не сделали это в феврале. В феврале, конечно же, все проще, шла подготовка, все проще, можно было начать это делать. Плутон только разгонялся. Здесь, то есть, еще он был в соединении с Марсом, с Венерой, когда вот это было очень много энергии, да. Для того, чтобы начать, обычно такая энергия прям поднимает с дивана, да. Но раз уж вы решили это оставить на март, тогда внедряйте это в марте. В марте внедряйте для того, чтобы весной, в апреле и в мае было классно. И финансово классно, и физически классно, и эмоционально классно. Но, ребят, если уже хотите все-таки развиваться и кем-то стать, тогда, естественно, понимаете, что необходимо трудиться, что необходимо что-то делать. И здесь такая история, что просто так ничего не бывает. Если кажется, что у соседа что-то пришло просто так, это вам кажется, просто поверьте. Да, дорогие водолеи, вот такой интересный месяц для вас, месяц, который требует от вас очень большой продуктивности и активности. И здесь, если вам хочется отсидеться на скамейке запасных, долго-то не сидите, потому что возможности, которые они есть, они-то уходят. Да, всему свое время, и это время пришло. Ребят, спасибо большое, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть вопросы по вашей определенной сфере, оставляйте в комментариях дата, время, место вашего рождения и, собственно, вопрос, который вас интересует. Я обязательно отвечу. И если же вы хотите, чтобы вопрос был конфиденциальный и больше никто его не увидел, в описании канала ссылочка, записывайтесь на консультацию. Будем с вами разбираться, чего вы хотите, зачем вы хотите. Если вы, конечно, чего-то хотите, а если чего-то не хотите, то ищите все ответы в своей натальной карте. Ребят, по классике в конце актуальные ролики, на которые вы можете опереться для того, чтобы принять верное решение. Ну или задавайте вопросы, будем разбираться. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!